Анализ окклюзионных контактов активируется по этой кнопке. Мы ее нажимаем и скроем одну из челюстей, и мы видим следующее. Мы видим определенные автоматические вершины бугров. Если видно, что автоматическое определение немножко некорректное, то мы вот этот бугорочек можем переместить куда мы хотим, вот эту точку. Кроме этого, мы видим окклюзионную карту, цветную карту контактов, где красным цветом показана точка непосредственного контакта, а синим точка около контактных зон. Эту зону мы можем выделить, указав ту величину, границу, которую мы хотим посмотреть. Например, от 150 микрон разобщения до антагонистов до 300. И мы, соответственно, эту зону видим. А если мы хотим посмотреть зону непосредственно контакта 0, то здесь мы выбираем 0, ну и, допустим, 50 микрон. И мы выбираем, вот видим точки, где контактируют зубы непосредственно. Минус 0,50 указано, сделано для того, чтобы увидеть точки возможных пересечений, потому что в обычной практике при совмещении сканы могут пересекать друг друга. В нашей программе сделано так, что сканы доводятся до нулевого контакта. Теперь мы можем увидеть диаграмму этих окклюзионных контактов, где показана гистограмма контактов по каждому из зубов. Мы можем увидеть в виде табличных данных, где показаны зоны контакта по каждому зубу, вот в разных диапазонах, площадь общего контакта, площади контакта окклюзионных поверхностей, площадь самой окклюзионной поверхности, соотношение между собой, индекс рельефа, то есть выраженных бугорков, соотношение площади контакта околоконтактных зон, индекс рельефа по отношению к площади контакта, высоту бугорков и так далее, и так далее. Соотношение коэффициентов разные. Вот здесь вот все в табличке указаны значения каждого коэффициента, его значения, и таким образом мы можем это использовать. Есть также секторная диаграмма по анализу баланса окклюзии. Синий кружочек означает общую площадь контакта, и в норме она должна попадать вот в этот кружочек. А квадратик красный это означает площадь непосредственного контакта. Допускается отсутствие попадания, то есть нахождение этого квадратика вне вот этой зоны. Самое главное, чтобы синий кружочек был в этой зоне, тогда мы можем говорить о сбалансированной окклюзии. Здесь у пациента акцент окклюзии смещен на левую сторону. И что хорошо видно по здесь вот по градиенту. То есть окклюзия сама по себе устойчивая. У нас есть плотный контакт на клыке и на маляре, но вот зубы в промежутке, они не столь плотно контактируют с антагонистами, как вот в этой зоне.